Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в студии особенный гость. Это участница международной кей-поп-группы EXIN Мария Емельянова или Нова. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мария, думаю, наших слушателей, конечно, в первую очередь интересует, как же вы попали в эту индустрию, да? С чего начинался ваш путь к карьере айдола в Корее? Расскажите, пожалуйста. Это довольно интересная история, которая полна таких совпадений, из-за которых я сама до сих пор не верю в происходящее. Собственно, началось все с того, что я занималась бальными танцами где-то лет с 3-4, и я всегда любила сцену, я всегда любила выступать, и я понимала, что это то, что у меня действительно неплохо получается. Однако в какой-то момент жизни я начала увлекаться уже биологией, я стала очень усердно учиться, участвовала в олимпиадах, меняла школы, и тоже мне это получалось довольно хорошо. Вот. И через какое-то время, по-моему, наступил карантин, и у меня, значит, случается какое-то прозрение. Я смотрю... Изначально все началось, на самом деле, с бьюти-индустрии. Я начала изначально смотреть просто всякие макияжи, обзоры на какие-то уходовые продукты. И мне стало интересно, собственно, корейская вот эта бьюти-сфера. И потом, через какое-то время, соответственно, YouTube-алгоритмы мне предлагают кей-поп и всякие клипы. Я посмотрела, осталась в полном восторге. С этого началось, собственно, мое увлечение кей-попом. Потом случился карантин, и я осталась дома, и как-то, собственно, все это очень плавно смешалось в то, что я начала делать небольшие каверы у себя дома, выкладывала в соцсети небольшие, потом меня заметила одна из кей-поп кавер команд. Они меня позвали в проект, я говорю: окей, супер, спасибо большое, что вы меня нашли, это такая честь для меня выступать, я прям очень была рада, реально. И, собственно, я попробовала, у меня начало тоже хорошо получаться, я нашла своих друзей новых, и, в целом это было отличное продолжение, как я могу выплеснуть свои эмоции внутренние, Собственно, я перешла на кавер-дэнс, потом это все закрутилось, завертелось, у меня появилось много подписчиков, нас стали узнавать, и, собственно, один из моих подписчиков, кстати, кореец, он мне написал в личные сообщения в Инстаграме, сказал, что: Мария, мне очень нравится то, как вы танцуете, и я бы очень хотела видеть вас на корейской сцене. Вот, посмотрите, ссылка на онлайн-прослушивание, может, вы попробуете. Я сначала говорю: да нет, чего? Я просто девочка, которая учится в университете, там, учит каверы, выкладывает в соцсети, я ничего такого не делаю. Через какое-то время я решила, что, собственно, что мне мешает попробовать? И я просто решила попробовать, выложила там свои видео, ссылки на социальные сети, и меня приняли вот так. Очень интересно, как проходит ваш обычный день айдола, как вот во время, может быть, промоушена, или когда вы отдыхаете от промоушена. Собственно, ключевой момент в том, что в зависимости от того, в каком периоде мы находимся, день очень сильно отличается. То есть во времена промоушена это будет довольно такое тяжелое расписание, то есть мы встаем, возможно, в 2, в 3, в 4 ночи, зависит тоже от музыкального шоу, всегда по-разному, то есть встаем буквально вот в это время, потом приезжаем получать макияж, прически, едем на саму студию, там выступаем несколько раз, сначала репетиция, потом репетиция с камерами, потом уже само выступление, возможно, что между этими выступлениями еще какие-то съемки у нас часто бывают, между, то есть мы буквально спускаемся со сцены, бежим, снимаем микрофоны, бежим на съемку, там, потом приезжаем, снова эти микрофоны. В общем, это довольно, такое напряженное. Потом мы заканчиваем, на самом деле не так поздно, возможно, часов 5-6. После этого чаще всего у нас фан-встреча, то есть мы приезжаем уже на место фан-встречи. Обычно там идет встреча вживую, сначала с фанатами, которые находятся в Корее. Мы заканчиваем, это около, наверное, полтора часа, и потом у нас видеозвонки с фанатами за границей, то есть мы уже около часа тоже сидим и по телефончику разговариваем с фанатами. Это заканчивается часов, наверное, в 10, в 9, и мы приезжаем домой, в душ, по очереди, конечно, там все моют голову, все сушатся феном, все масочки делают, и ложимся спать, и уже часов, наверное, 12 ночи, поскольку все там по очереди пока помылись, пока высушили волосы, 12 час ночи и снова вставать в 2, 3, в 4. То есть вы, бывает, спите в день по 2 часа? Не бывает, а чаще всего. Чаще всего, да, когда чаще у вас такой активный промоушен идет. Как вы восстанавливаетесь после этого? На самом деле, навык спать в машине это очень хороший навык, которым, к сожалению,
я все еще не научилась. Да, не все Я легко не засыпают. умею, потому что у меня мозг он находится вот в рабочем состоянии. Если я проснулась, и у меня сейчас рабочий день, все, я работаю, и я не могу просто расслабиться настолько, чтобы заснуть, к сожалению. Да, а покушать вы успеваете? Покушать тоже не всегда, к сожалению, получается. Но да, это учишься этому постепенно. Да, есть вот в перерывах. Да, хорошо, что это не всегда у вас так Да, длится, да. да, наверное, когда вы отдыхаете от продвижения, вы можете Ну, собственно, расслабиться, да. А да. когда мы отдыхаем от продвижения, соответственно, день довольно спокойный, то есть у нас, в отличие от других компаний, довольно поздно начинается рабочий день, 12 часов. Наш директор говорит, что так как он сам музыкант в прошлом, он говорит, что утром голова вообще не соображает, невозможно быть креативным с утра, поэтому он нам так поздно начал рабочий день, собственно, в 12 у нас начало, и до 8 вечера у нас стандартный фиксированный рабочий день, но как бы чаще кто-то приходит раньше, уходит позже, то есть как бы свободно. И дальше в зависимости от того, что нам нужно, то есть, условно, если мы готовим новый альбом, то у нас чаще всего вокальные репетиции, если мы готовим новую хореографию, мы занимаемся хореографией, и как бы все очень сильно варьируется. То есть, помимо того, что вы так активно продвигаетесь, например, с новыми композициями на музыкальных шоу и на всяких там мероприятиях, вы еще и каждый день у вас есть тоже там график работы, да, Конечно, каждый день вы ходите конечно. на работу. Да, вот у нас оно выходные как. вот по воскресеньям, но бывает, если прям очень тяжелое какое-то вот время, то есть условно у нас к концерту осталось мало времени для подготовки или что-то еще, то часто у нас и выходных вообще не бывает, то есть каждый день на работу. Это, конечно, шокирует, но зато вы сделали так много успехов уже всего лишь за 3 года работы айдолом. Мария, скажите, пожалуйста, какие особенности вашего коллектива Exin отличают его от других кей-поп girls групп? Например, может быть, в ваших образах это выражается или в музыкальных стилях? Расскажите, пожалуйста. Я бы сказала, что, конечно, сама вот эта вот комбинация участниц довольно необычная для кей-попа. Конечно, сейчас, особенно в недавнее время, появляется очень много иностранцев в группах, однако все-таки девушка из России, девушка из Индии, довольно необычное сочетание. Да. И я бы сказала, что касается музыки, вот мы сами, когда нас спрашивают, какой у вас концепт группы, мы сами говорим, что у нас концепт быть концептуальными. Как это можно объяснить? Это что с каждым камбэком мы примеряем на себя абсолютно новый и абсолютно какой-то, я бы сказала, яркий образ. Да. То есть у нас никогда не бывает так, что вот, ну вроде бы вот мы немножечко миленькие, немножечко будто бы вот такие крутые, а немножечко еще вот так и вот так. Нет, у нас прямо концепт. Конкретно, да. И вот как раз-таки возвращаясь к новому релизу Dazzle Flash, мы смотрели клип, и вы там отправляетесь на Луну, да? Да. Очень интересно. Вот расскажите, пожалуйста, что это значит, что это за концепция такая, девушка на Луне, потом вы еще, по-моему, там в Дубае, да? Это по-настоящему в Дубае происходило? Это все гринскрин, конечно, да. Ну это выглядело, конечно, очень реалистично, но вот расскажите, пожалуйста, что это значит? Ну, собственно, изначально в самом начале песни мы вот такие инопланетянки, мы живем на Луне. И вот мы сначала такие смотрим, о, Земля, как классно, интересно, а вот там вот так-то и так-то, вот какой красивый город. И, в общем, в итоге мы ее делаем и спускаемся на Землю и становимся такими крутыми, красивыми моделями. И, собственно, уже где-то второй куплет мы уже в таких новых образах, уже люди, вот такие мы крутые, красивые, в общем, приехали на Землю, повеселились и снова потом улетели. Вот оно что. Да. Выглядело просто очень так впечатляюще, но теперь вы объяснили, и очень такой прям продуманный сюжет, очень интересно, да. А вот интересно еще, был ли такой момент на сцене, когда что-то пошло не так во время выступления, но поклонники решили, что это так и должно было быть, например, что-то такое? На самом деле на сцене случается всякое. Там кто-то забывает хореографию, бывает кто-то ошибается в тексте, но это все так незначительно, то есть у нас прям не было каких-то больших казусов, но я помню один очень забавный момент, на самом деле фанаты его уже знают, собственно, недавно, полгода назад, мы были в России с небольшим туром по 3 городам, и, собственно, первый город, в который мы приехали, был Екатеринбург. Да. И специально для этого мини-тура мы подготовили выступление с хореографией на песню I Got Love, Мияги Эншпиль. Да, на русском, да? Да, собственно, это был такой специальный сюрприз такой, и, собственно, фанаты в Екатеринбурге первые, кто видели это шоу. И дело в том, что это выступление было вот после того, как мы закончили первую половину концерта, потом мы уходили со сцены ненадолго,
и, собственно, возвращались на вторую половину уже с этой песней. Да. И мы должны были выйти изначально, как планировалось, изначально должны были дать сигнал людям, которые за сценой вместе с нами, люди, которые сидят за будкой, которые включают музыку. Собственно, им пришел сигнал, говорят, давайте, вот мы через там сколько-то минут должны выходить на сцену. Мы такие, окей, классно. Потом случается очень интересное, у меня просто взяла и пошла кровь из носа. С ничего. У меня подозрение, что воздух в России очень сухой, и, видимо, мои слизистые перестроились на корейскую влажность, и у меня просто пошла кровь из носа, и моя стилистка, она судорожно начала мне это все, визажистка, она стирать, пытается мне замазать, такая, Нова, все хорошо, а у меня самой не все хорошо. И я такая стою, что делать? Вам уже через сколько-то там 2 секунд минуты буквально всё, остается. И дело в том, что там же очень была плохая связь, и то есть люди, которые стояли с нами, передали сигнал людям в будке, сказали, тут у нас небольшой ЧП, можете, пожалуйста, немного отложить включение музыки. Однако, перед тем, как они получили это сообщение, буквально за пару секунд, они уже включили музыку. А там типа интро, то есть мы должны были, короче, уже... Ну, неважно. В общем, дело в том, что музыка уже включилась, мы должны были уже быть на сцене, а у меня... Да, у вас кровь из носа. Но благо, я не знаю, что случилось, она взяла и остановилась. И я, в общем, начало этой сцены, этого вступления, я должна была быть в центре, а сзади девочки вот такой треугольничком должны были стоять. То есть я должна была стоять самой спереди, и девочки за мной. То есть я их не вижу. И я, так как я знаю, что я должна стоять самым спереди, я выбегаю первая на сцену и встаю, значит, вот уже на сцене и начинаю танцевать. Танцую, я такая танцую, классно, и потом понимаю, вот там момент, когда я должна немного сзади уходить, я ухожу назад и понимаю, что девочки, вот они только входят, и я такая, что такое? Но я тогда не поняла вообще, что происходит. Короче, как все получилось? Девочки, которые за мной, они, видимо, им дали приказ, что музыку включат заново, поэтому просто подождите, пока музыка выключится, и потом снова выйдете на сцену. А я этого не слышала, я первой выбежала на сцену, потому что я должна стоять самым впереди. И мне кричали «Мария!», но я никого не слышала, и я, в общем, танцевала сольный танец. Но фанатам, значит, наверное, очень понравилось. И фанаты, так как они видели этот номер впервые, они думали, что, ну да, Нова начинает сольно, но нет, это было не так задумано. Сначала мы должны были все впятером стоять, но так как вот произошел такой казус, собственно, я выбежала в танцевальную первую часть сольно. Да, очень много событий в такое короткое время произошло, наверное, вы были вот очень таких смешанных чувствах. Я узнала об этом только после концерта, на самом деле. Вы только после концерта узнали. То есть, ну, все-таки к вам потом присоединились Они в итоге, вышли, но я это как-то не особо заметила, что я стояла спереди, но да. Ну, зато у вас появился шанс. Сольное выступление, наверное, все так и должно было быть, да. Вот, продолжение музыкальной темы, раз уж у нас тема зашла про музыку, мы приготовили для вас небольшую игру, так сказать, испытание, но я думаю, оно для вас будет совсем легким, так что вы не бойтесь, вы обязательно справитесь. Когда я знакомилась с вашей музыкой, я заметила, что несколько ваших песен, они начинаются с похожего интро, где произносится название вашей группы Exin. И игра состоит в том, что вы должны за 1 секунду, прослушав это интро, это вступление песни, отгадать, какая именно песня сейчас звучит. Ну, я думаю, вам будет это очень легко, да. На самом деле у нас почти все песни с этой вставкой, прям буквально только пару песен, по-моему, ее нет, но да, будет очень интересно, думаю. Да, давайте, мы готовы начинать игру. Exin! Это Who Am I? Очень быстро, за 1 секунду. Ну, это мой голос. Это ваш голос. Да. Понятно, хорошо, давайте теперь следующая песня тогда. Exin. Synchronize. Ну, это просто вообще совсем не то, как я себе это представляла, но мы просто столько репетируем, что просто она на подкорке уже где-то. Ну, да, наверное, я недооценила вас. Хорошо, продолжаем. Посмотрим. Да, трек номер 3, пожалуйста. Exin. Close My Eyes, Гобина. Да, все правильно. Но у меня была маленькая надежда, что вы проколитесь, потому что у вас немножечко эта песня вызвала больше размышлений, но все же. Она играла в голове, я не могла вспомнить название. Да, классно. Тогда мы продолжаем, может быть, в следующий раз я вас подловлю. Давайте следующую песню. Exin. Это My Idol. My Idol, да, но мы уже сегодня эту песню слушали. Самая милая, Exin. Да. Продолжаем, пожалуйста, номер 5, последний трек. Exin. Attention Seeker? Все правильно, да. Поздравляем, Нова, вы
100% хорошо знаете ваш репертуар. Здорово, здорово. Мы видео на Ютубе видели прям тысячи комментариев от поклонников, и вот интересно, какой самый запоминающийся комментарий или, может быть, какой-то запоминающийся подарок вам делали ваши поклонники? Какая-то такая история у вас есть? Мне лично очень запомнился момент, когда мы выступали на нашем первом концерте в России, это было в Москве, и фанаты, я не знаю, как они это сделали, потому что я обычно мониторю все социальные сети, но я не знала, они подготовили нам танцевальный сюрприз. Ого! Они это сделали целый флешмоб, то есть они сделали ремикс из огромного количества наших песен, и номер был действительно длинный, я уже не помню сколько, но минут 5 точно. И прям было очень-очень много людей, к сожалению, забыла, сколько людей, около 50, если я не ошибаюсь. Ого. То есть вообще очень-очень было круто, и мы смотрели, это было очень трогательно. Да, наверное, даже до слез. Да, и думаю, тогда получать вот комментарии, а именно от ваших российских фанатов, русскоговорящих, тоже приятно, да? А есть какой-то вот такой комментарий, может быть, который вам больше всего запомнился, вот, в сравнении, например, с другими комментариями англоязычными? Я, конечно, всегда очень-очень благодарна, мне всегда очень приятно читать комментарии в стиле, что я мотивирую наших фанатов, что я для них пример, и что они гордятся мной. Это, конечно, самые приятные слова. Однако я бы сказала, что есть один, как сказать, тип комментариев, который мне особенно приятно читать, а это именно то, что я, по мнению комментаторов, подаю хороший пример, поскольку я и училась очень много, и занималась там танцами и так далее, и мне очень приятно читать, что люди, благодаря тому, что они за мной следят и как-то вовлечены вот в нашу жизнь, они, например, говорят, что вот благодаря тебе у меня появилась мотивация учиться, или двигаться дальше, или, например, даже попробовать себя в кей-поп-сфере, ну не обязательно пробовать себя в кей-поп-сфере, просто достигать каких-то новых вершин, и да, мне очень приятно читать, что я могу положительно влиять на жизнь людей. Да, я думаю, это самый приятный комментарий вообще, который можно, наверное, получить айдолу, да? Ну, это здорово, видите, каких успехов вы больших добились, вообще просто. А еще, что бы вы посоветовали девушкам из России, которые, например, мечтают стать кей-поп-айдолом так же, как вы? Какие первые шаги, может, нужно предпринять? Или вообще, стоит ли за это браться? Вот, ваше мнение. Конечно, будем реалистами, шанс действительно попасть в хорошую компанию, которая действительно потом обеспечит дебют и хорошее продвижение, к сожалению, довольно мала, поскольку, будем честны, пока еще русским девочкам тяжело пробиться в кей-поп-индустрию, поэтому это точно будет непростой путь, который потребует очень много везения, как я считаю, случилось со мной, поскольку я не считаю, что все достигнуто только благодаря моим каким-то усилиям и моим великолепным талантам. Я считаю, что это все почти только благодаря везению. Лично мое такое мнение. Поэтому, что я могу точно посоветовать, это что сидеть дома и говорить себе, у меня точно ничего не получится, не стоит даже пробовать. Таким методом точно ничего не добиться. Поэтому начинайте, можно там с социальных сетей, то есть выкладывать какие-то видео, можете просто участвовать на каких-то фестивалях, пробовать что-то новое, искать друзей, возможно, пытаться поступить в Корею или что-то такое. То есть это путей может быть очень много, и никогда нельзя сказать, что какой-то из них точно приведет к цели. Лично у меня на моем пути, как я уже говорила, у меня не было вообще цели дебютировать в качестве кей-поп айдола. Я просто занималась тем, что мне нравится, и просто какие-то поступали предложения, интересные случаи, и все это просто привело к тому, что у меня получилось дебютировать. Поэтому вы никогда не знаете, откуда придет удача, поэтому просто пробуйте. Да, главное не сидеть на месте, главное пробовать что-то новое, да. Возможно, не двигаться к какой-то прям конкретной цели, но всегда иметь себя в голове и что-то делать, предпринимать, да. Кто знает, может быть, цель, которую вы изначально задумывали, она может отличаться от тому, что в итоге придет к вам, но, возможно, это будет даже и лучше. Да. Ну, звучит очень вдохновляюще, Мария, спасибо большое. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу, да, так жалко завершать наше интервью, было так здорово, интересно с вами общаться.
Тоже. узнать о жизни айдола из первых уст. Спасибо огромное Спасибо вам, вам Мария, большое. за вашу открытость, за вашу честность, за ту энергию, которой вы поделились с нашими поклонниками. Мы обязательно ждем вас еще в гости. Очень-очень буду рада. Да, и мы, правда, очень гордимся вашими успехами, как наши землячки, да. Огромное вам спасибо. Вам спасибо. Надеемся на новые встречи, больших новых успехов вам, уверенности, сил и удачи, Спасибо конечно же, да. Дорогие друзья, мы с Марией желаем вам замечательных выходных, а я жду вас ровно через неделю на наших волнах. Пока! Пока-пока.